Кругосветные санкции для режима Лукашенко. Маршрут дополнит Австралия. Гаагский или Минский трибунал? Второго декабря, помимо принятия санкций ЕС, США, Великобритании и Канады, произошло еще одно крайне важное событие. Пламенный привет диктатору передала белорусская диаспора Австралии, которая активно, совместно с командой Народного антикризисного управления, содействовала принятию нового закона о тематических санкциях. Что это такое? Попробуем объяснить. Это австралийский аналог глобального акта Магнитского, ранее принятого США, а затем и рядом стран ЕС, Великобритании и Канады. Фактически его принятие означает, что Австралия начнет применять собственные санкции против физических и юридических лиц, виновных в нарушении прав человека и принципа верховенства права, в том числе в Беларуси. В соответствии с новым законом о тематических санкциях, власти Австралии смогут запретить въезд в страну лицам, виновным в значительном и вопиющем нарушении прав человека, а также коррумпированным чиновникам и хакерам. Конечно, это не самое главное, согласен. Что важнее, австралийский акт Магнитского предусматривает и целевые финансовые санкции, включая заморозку активов, и позволяет властям Австралии оперативно принимать меры, цитата, «в ответ на проблемы, вызывающие международную озабоченность, независимо от мест, где они возникают». Так данный закон охарактеризовала глава МИД Австралии Марис Пейн. Глобальный акт Магнитского считается международным стандартом в сфере борьбы с нарушениями прав человека, а присоединение к нему Австралии наряду с другими странами в рамках международного сотрудничества – это событие, которое, безусловно, усилит внешнее давление на режим Лукашенко и суммарный эффект от принимаемых против него санкций. Но где-то Австралия, скажет кто-то. Далековато, не спорим, но при этом ключевой товарной позицией белорусского экспорта в Австралию являются, калийные удобрения. Это более 88% экспорта, доходы от которого попадают прямо в карман режима. Кроме того, Беларусь экспортирует в эту страну сельхозтехнику, стекловолокно, контрольно-измерительную аппаратуру, мебель, фанеру, оборудование для производства пищевых продуктов и напитков, а также другие товары, но в незначительном объеме. И расстояние режиму тут не помеха. Пока. Каковы наши планы в связи с принятием австралийского акта Магнитского? Все просто. Мы объединяем усилия с белорусской диаспорой Австралии. На данный момент создана рабочая группа с участием команды Народного антикризисного управления, и она уже начала совместную деятельность по разработке санкционных списков, подготовке необходимых доказательств и соответствующих аналитических записок для австралийских властей. Кроме того, известно, что возможность присоединения к глобальному акту Магнитского изучают также Тайвань и третья экономика в мире – Япония. А значит, режим Лукашенко может ожидать еще один, а точнее два пламенных дальневосточных привета. Однажды, и мы верим, что скоро, именно так и закончатся безумные приключения воздушного пирата и его команды. Никаких карт сокровищ нет. Только карта кругосветных санкций и уголовного преследования с конечной точкой Гаагский или Минский трибунал.